Вот мы с вами и дождались начала бразильской карнавальной кампании, а вместе с ней еще и обновление до версии 5.3.0, которое, как обещали Konami, должно было быть небольшим, или, как они сами заявляют, минорным, как я люблю их называть, минорные либо мажорные. И действительно ли обновление получилось мелким и неприметным, или же все-таки добавило контент, на который стоило бы обратить внимание? Сегодня и предлагаю разобраться. У нас четверг, очередное оперативное обновление, поэтому давайте обсудим контент, который появился в игре. Ёбаный рот этого казино, блядь. А на PlayRock с нулевой комиссией на пополнение Steam злиться не придется. К слову, PlayRock — это топовый маркетплейс, где ты найдешь сотни игр, донат, ключи, предметы и все это по самым выгодным ценам. Удобные способы оплаты, быстрая выдача и круглосуточная поддержка по любым вопросам. Метовые паки в eFootball продолжают появляться, и чтобы быть готовым к очередному эпику или бигтайму, можно закупиться монетами по выгодным ценам, так еще и со скидкой. Выбираем любой понравившийся нам вариант, оплачиваем его удобным способом по карте или СБП, и товар спустя минуту уже у нас. PlayRock, здесь есть все, что нужно геймеру. 1000 товаров по низким ценам и пополнение Steam без комиссии по моему промокоду. Ссылка в описании. Перед тем, как мы приступим к обсуждению, такой вот небольшой офф-топ, ибо вечно так бывает, что именно перед небольшими обновлениями в игре происходит что-то интересное. И само обновление, конечно же, получилось не прям вот существенным, но тоже в своем роде интересным. Так и более того, за сутки до этого обновления Konami выкатили прям отдельный такой почти получасовой ролик, в котором рассказали про множество интересных вещей. Мастер-лигу, режим редактирования, сервера. Поэтому если вы это еще не видели, то обязательно заскакивайте в наш телеграм-канал, ибо там мы это все разобрали. Ну и, конечно же, мы поговорим об этом отдельно, только уже в следующем ролике. Так сказать, небольшая затравочка. Бразильская карнавальная кампания стартовала в игре, и она будет присутствовать вплоть до 2 недель, даже чуть больше, учитывая, что в игре она будет присутствовать около 20 дней, а не 14, то есть где-то вот 2,5 недели, и за это время нам на самом деле будет чем заняться, потому что в какой-то веке за последние несколько лет, по сути с момента раздачи вот тех самых легендарных карточек в 23-й части, также на бразильскую кампанию, нам вновь дают возможность побороться за карточки. Однако для этого придется дожидаться последней недели кампании и все это время наигрывать матчи. Но да, за прохождение матчей в рамках этой новой кампании мы сможем забрать одного из 3 шоутаймовских игроков. Неймар и, сами видите, ребята не самые примечательные. Так и более того, если вы один из тех, кто прям фанатеет по Соколу, то у меня для вас приятные новости, потому что новенький Неймар обзавелся пикированием Сокола. На самом деле цифры у новой карточки Неймара не прям какие-то заоблачные, но в то же время для эффективного использования Сокола можно поиграться с прокачкой и даже получится что-то более-менее сносное. Но думаю, что об этом мы поговорим поподробнее на втором канале. Вот уже несколько лет, как Юрген Клопп не тренирует ни одну из команд, соответственно, даже его фейковая версия была удалена из eFootball, а как некоторые из вас наверняка помнят, фейковый Юрген Клопп был одним из лучших тренеров с быстрой контратакой, еще до того, как появился Хаби Алонсо за золотые монеты. Но вот, спустя время, Клопп возвращается в eFootball, причем в своем реальном обличии. И даже не времен тренерства Ливерпуля, а именно что Боруссии Дортмунд. Привычная быстрая контратака у него на месте, так и плюсом ко всему ему также добавили владение мячом. Тогда как его линкап — это снова забросы, которые на сей раз работают между центрбэками и фланговыми нападающими. В связи с этим в игре появился, не привычный пак на 250 рыл, а только на 100 футболистов. И то только с шоутаймовскими игроками, с Ван Дейком и Салахом. И стоит признать, что пак выглядит действительно интересно, потому что всего-навсего там 100 футболистов, так и 2 основных, на которых и делается упор в этом паке, сами по себе очень годные и по цифрам, и, само собой, по моделькам. Ван Дейк такая вот дылда, против которой действительно тяжело играть, так и более того, ему накинули дальние перехваты. Тогда как Салах, по сути, получает перевыпуск своей шоутаймовской карточки, когда он появлялся с навыком пикирования Сокола. Конечно, при стандартной прокачке цифры под пикирование Сокола скромные, и даже хуже тех, что были у предыдущей карточки. Но опять же, никто не мешает вам перепрокачать эту карточку, и на деле она будет смотреться даже посильнее.
сложнее. Ибо потому что уровней у новой версии побольше, рейтинг тоже выше, ну и эта карточка более сбалансирована, нежели вот самая первая с пикированием Сокола. Ну и про эпический пак также не забыли, и вспомнив, что у нас так-то бразильская карнавальная компания, выкатили отдельный пак с Бибета. Впервые за очень долгое время мы увидели пак не только на 100 футболистов, но еще и на 50 игроков, в котором присутствует одна донатная карточка. Но Konami решили сильно не баловать игроков, и в таком вот небольшом наборе они выкатили футболиста только с одним донатным навыком, со скоординированными ударами. Соответственно, новая фаза, новый игрок за прохождение дивизионов. После Джека Грилиша теперь у нас на очереди голкипер в лице Давида Де Хея. И стоит признать, что его карточка одна из самых высокорейтинговых, которые нам предлагают за прохождение тех же самых дивизионов. 103 пункта рейтинга при полной прокачке и совместимости с тренером. При том, что стиль у Де Хея это атакующий вратарь, один из любимейших среди игроков, так и сам Де Хея достаточно рослый такой голкипер. И вот теперь он возвращается. И я считаю, что для фри-ту-плейных составов это прям отличный такой подгон, ради которого стоило бы пойти в дивизионы. Учитывая, что в то же время Konami откатили свои изменения по поводу получения шоутаймовских карточек. В предыдущей фазе они обновили места, которые надо было занимать, тогда как на ПК и консолях надо было попасть в топ 50 тысяч, на мобильных устройствах это, по-моему, было топ 500 тысяч, тогда как сейчас все вернулось к прежним значениям. Топ 150 тысяч на консолях и ПК, и топ-миллион игроков на мобильных устройствах, поэтому почему бы и не побороться? Команда недели, существует, ничего интересного для себя я там не отметил, не знаю, может быть, если кого-то приметили вы, то отпишите о них в комментариях под этим роликом. Отчасти интересен номинальный пак, потому что он, как и обещалось ранее, был представлен исходя из предпочтений игроков, которые выбрали футболистов с тематическими празднованиями. В принципе, подбор игроков сам по себе неплохой, цифры, такие среднячковые, но приятный глазу дизайн. Фанаты Барселоны также наконец-таки могут насладиться обновленной моделькой Camp Nou, который получил свое обновление после появления на мобильных устройствах, то есть на мобилках он появился пораньше, и вот только сегодня добрался до ПК и консолей. Ну и контент на понедельник, это очередной эпический пак, который позволяет нам сохранить наши с вами монеты, потому что если вот в предыдущий понедельник был один из самых лучших эпических паков с достаточно хорошими цифрами, модельками, самими футболистами, то вот пак, который появится в следующий понедельник, такое себе, да, такое себе. Альберт Феррер, которого недавно раздавали в рамках халявы, неплохой Бекенбауэр, но не метовый, то есть это не тот, ради которого стоило болеть подобный пак, и представитель страны восходящего солнца времен выступления за Айнтрахт, не знаю, как еще назвать. В общем, если вот составлять топ лучших и худших паков, то вот данный набор, наверное, смело можно было бы впихнуть в топ одних из самых худших наборов за этот календарный год.